На восточном фланге НАТО масштабные учения, Словакия пугает Третьей мировой, а Киев принимает непростые решения относительно размещения ПВО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россия не имеет сил для наступления на Харьков, но хочет превратить его в город, непригодный для жизни. Каков дальнейший план Кремля? Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо. Израиль определяется с датой ответного удара по Ирану и имеет несколько сценариев развития событий. Мы не занимаемся местью. Вопрос не в мести, а в том, чтобы дать понять, что никто и никогда не сможет напасть на Израиль без последствий. Киберпартизаны требуют освобождения политзаключенных в Беларуси. Под ударом хакеров оказалось одно из крупнейших предприятий страны. Как реагирует режим? Всем привет, друзья! Для того, чтобы правда доходила до еще большего количества людей, крайне важна активность и интерес каждого из вас. Лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. ВСУ ограничены в возможностях проводить оборонительные операции, в то время как российские оккупанты имеют потенциал наступать и могут добиться в этом определенных успехов. Так считают аналитики Американского института изучения войны. Там также говорят, что медлительность США в оказании помощи уже определенно повлияла на позиции Украины. Значительные задержки с военной помощью со стороны США уже привели к нехватке у Украины запасов ракет ПВО. Киеву пришлось принимать сложные решения о размещении ПВО между тыловыми и прифронтовыми районами. Из-за этого войска на линии фронта в значительной степени подвергаются воздушным атакам РФ. Только США могут быстро предоставить Украине ПВО в масштабах, которые необходимы для значительного улучшения возможностей страны в области противовоздушной обороны. Издание «Политика» пишет, что обещания западных лидеров о том, что они будут с Украиной столько, сколько необходимо, больше похожи на пустые слова. Авторы со ссылкой на украинских военных говорят, что самая тяжелая ситуация ожидается в Украине уже этим летом. Под угрозой в первую очередь Донецкая область, и обстановка вокруг города Часов-Яр оставляет желать лучшего. Успех оккупантов там поставит под угрозу безопасность остальных городов во всей Донецкой области, пишет издание. Часов-Яр на господствующих высотах. Именно господствующие высоты позволяют вооруженным силам Украины держать под огневым контролем не только близлежащие населенные пункты, но и, соответственно, территорию оккупированных районов Донецкой области в зоне поражения как ствольной, так и реактивной артиллерии. А это от 40 до 70 километров. И не случайно группировка российских войск на Часовьярском направлении командует замкомандующего воздушно-десантных войск Российской Федерации. Весьма показательный тот факт, что на штурм Часов-Яра переброшена еще одна из наиболее мотивированных, подготовленных дивизий воздушно-десантных войск Российской Федерации. Речь идет о 98-й воздушно-десантной дивизии, так называемой Ивановской. Кроме этого, задействованы подразделения так называемого 7-го добровольческого корпуса. Это то, что осталось от ЧВК «Вагнер». То есть наиболее мотивированные, наиболее профессионально подготовленные и наиболее оснащенные. Но еще раз подчеркиваю, сами оккупанты вынуждены признавать высокий коэффициент потерь среди личного состава. Россия хочет изгнать из города-миллионника всех жителей. Речь идет о Харькове. О мрачных перспективах для областного центра также пишет западная пресса, анализируя слова Владимира Зеленского. Он, я напомню, в одном из недавних интервью говорил, что этот мегаполис имеет большое символическое значение для Путина. Сейчас кремлевские войска не имеют сил для захвата города, однако имеют достаточно ресурса, чтобы уничтожить инфраструктуру и сделать город непригодным для жизни. В то же время мэр Харькова говорит, что если Украина не получит должной помощи, то город будет уничтожен. Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо. В то же время пророссийский премьер-министр Словакии Фица сделал очередное заявление в пользу Кремля.
Он считает, что Киев не способен вернуть территории, потому что Россия их никогда не отдаст. Кроме того, Фица вновь заявил о том, что надо говорить с Москвой, так как Украина ослаблена, а если НАТО придет на помощь, то мир в опасности. У нее нет военного решения и никогда не будет. Будет только на 100 тысяч больше погибших с одной стороны и с другой. Единственное, что может помочь, это если вмешается НАТО. А это Третья мировая война. С точки зрения международного права, каждый из нас признает территориальную целостность другой страны, суверенитет, нерушимость границ. Это хорошая теория международного права. Но россияне никогда не отдадут Крым и никогда не уйдут с Донбасса. Израиль имеет несколько вариантов того, каким будет ответ Ирану на массированный обстрел. И не обязательно, что этот ответ будет отправлен в ближайшее время. На данный момент идет рассмотрение всех сценариев и возможных ответных действий Ирана. Кроме того, в Израиле говорят, что не готовы к полномасштабной войне с Тегераном. Мы просчитываем возможные ответные меры с иранской стороны. Мы очень внимательно прислушиваемся к сообщениям и советам наших союзников, которые очень помогли нам защититься от иранских ракет и беспилотников. Я думаю, что не удивлю вас, если скажу, что самая важная задача любого демократически избранного руководства, в том числе и израильского, это защита собственных граждан, и мы будем действовать соответствующим образом. Мы не занимаемся местью. Вопрос не в мести, а в том, чтобы дать понять, что никто и никогда не сможет напасть на Израиль без последствий. В то же время Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор со своим британским коллегой и услышал о том, что эскалация никому сейчас особо не нужна. Я был рад поговорить с премьер-министром Нетаньяху, который поблагодарил Великобританию за поддержку безопасности Израиля в минувшие выходные. Мы также обсудили ситуацию и то, как Иран изолирован на мировой арене. И также обратил его внимание на то, что значительная эскалация не в чьих-либо интересах и настало время для того, чтобы возобладало спокойствие. Киберпартизаны блокировали работу одного из крупнейших предприятий Беларуси – Гродно-Азот. В результате атаки была нарушена работа котельного цеха, взломаны системы охраны и камеры видеонаблюдения. Кроме того, уничтожены резервные копии баз данных, серверов, почты и документооборота. Кроме этого, сайт государственной компании также оказался под контролем хакеров. Свою акцию они связывают с действиями руководства этого предприятия, которое помогало режиму Лукашенко преследовать инакомыслящих. Напомню, что Гродно-Азот уже более 8 лет находится под международными санкциями США и Евросоюза. С 2020 года руководство Гродно-Азот участвует в издевательствах, давлении и политических репрессиях в отношении сотрудников предприятия. Мы не забыли карательные рейды, доносы и массовые увольнения. Сейчас ваша очередь расплачиваться. Ставки повышаются. Чтобы восстановить данные, придется диктатору освободить всех политзаключенных Гродно-Азот, плюс 75 заключенных с наихудшим состоянием здоровья, на ваше усмотрение. На восточном фланге НАТО проходят масштабные военные учения Североатлантического альянса. В частности, в Латвии сейчас сосредоточены военно-морские, воздушные силы Румынии. Кроме того, задействованы и ВВС Германии. Эти учения называют важным стратегическим событием. Кроме того, уже с конца апреля НАТО проведет учения и в Финляндии, просто у границ с РФ. Россияне хотят проверить нас, они хотят знать, как мы отреагируем и реагируем. У нас та же картина, мы наблюдаем за ними, видим, что они делают. Я бы не назвал это некой игрой, это было бы слишком просто, но с другой стороны, да, это большая игра и демонстрация силы, поэтому каждый сейчас показывает то, на что он способен. Исходя из этого, есть надежда, что ничего масштабного не произойдет. В Австралии заявили об ощущениях неопределенности и напряженности в мире, и поэтому страна тоже должна уделить внимание своей обороноспособности. Соответственно, расходы увеличатся на 50 миллиардов австралийских или же 32 миллиарда американских долларов до 2034 года. В ближайшем десятилетии будут изменены программы вооружений, Минобороны уделит внимание наличию ракет, беспилотникам и военным кораблям.
Вторжение в Австралию – маловероятная перспектива при любом сценарии, однако противник может нанести нашей стране значительный ущерб, не ступив на австралийскую землю. Наша национальная безопасность на самом деле лежит в сердце нашего региона, потому что оборона Австралии мало что значит без коллективной безопасности региона, в котором мы живем. На решение Австралии уже отреагировал Китай. Там уверяют, что за мир и стабильность, и ни одной стране в мире КНР не представляет якобы никакой угрозы, в том числе и для Австралии. Основные риски для безопасности в регионе в настоящее время связаны с тем, что некоторые внешние державы за пределами региона формируют эксклюзивно группировки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провоцируя конфронтацию между блоками, особенно создавая проблемы в Южно-Китайском море, опасаясь за мир и стабильность. Китай решительно выступает против этого. Мы надеемся, что Австралия правильно поймет развитие и стратегические намерения Китая, откажется от менталитета холодной войны и сделает больше для поддержания регионального мира и стабильности. На этом пока все. Если вам нравится наша работа, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. А мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.